Привет, привет, привет! Думали, стух канал? А нет. Мы просто пробуем что-нибудь новенькое. Вот сейчас, например, осваиваем хромакей. Кстати, напишите в комментариях, как вам больше нравится, прошлый вариант или вот этот вот. Ну, как бы сказал я, хорош трындеть, погнали в сказку! Все люди мечтают о сказочной жизни прямо с детства. Где что это? Это стриптиз, очень красиво. Быстро прекрати этот разврат. Ну, не знаю, мне очень нравится. Мне тоже. Да не, сейчас не про эту сказку. Осторожней, мечты могут сбываться прямо у вас под носом, прямо в вашем городе. Жми, бабуля, жми. И все-таки она существует. Бля, что я ору? Причем Куперфилд таких фокусов не показывал. Заметили, как ступа реально парит над землей на расстоянии 20 сантиметров? И сегодня я хочу узнать, имеет ли размер значения. Я же просил не вставлять сюда эту шутку. Смотрите пока дальше. Вы видели? Она постучала по светофору и включился зеленый. Как оно это делает? Кстати, судя по одежде, эта Баба-Яга восточная женщина. Но не все на Востоке умеют также летать в ступе. Если вы не смотрели предыдущие наши выпуски, то могу сказать одно точно, что ни один уже сказочный персонаж выходит на улицы города. Вот, например, друг Бабы-Яги, Кощей Бессмертный. А тут еще дед на каблуках идет. Такого я еще реально не видел. Это просто жесть. И только теперь мы понимаем, что это не просто дедок, а Кощей Бессмертный. И не на лабутенах и на шпильках, а на копытах. А вот и медведь из русских сказок. Вот это да, вот это круто! О-о-о-о! Миша! Все мы когда-нибудь, когда включаем какой-нибудь кинчик в нете, слышим «Азино 777», «Вулкан», «Играй и выигрывай». Но никто еще, наверное, не задумался, что эту рекламу, как и все другие ролики, снимают и по несколько дублей. Ребята, знаете, что хочу сказать? Меня задолбали все жаловаться на то, что нет денег. Стоп. А ведь он прав. Почему в России все россияне плачутся, что у них нет денег? Хотя пенсия 7 тысяч рублей, а у некоторых даже 8. Просто денег нет. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Ну да ладно, за такой вопрос еще не бьют. Rебята, знаете, что хочу сказать? Меня задолбали все жаловаться на то, что нет денег. Казино «Вулкан». Вот это я заработал только сегодня. Полтинник откуда у тебя? Тварь, с кармана вылез. 50 рублей заработал? Я тебе 500 рублей плачу. Казино, это только за сегодня. Лицо нормально попроще. Все говорят, что я купил эту шикарную тачку. Оборотов не надо поднимать. Это что за пепсикольный воротник? Поправь, я сказал, воротник. 800 рублей стоит. Благодаря этим деньгам все телочки мои. По сценарию было, что это ее трогаешь, а? Ну мы же договаривались, я договаривался с тобой, что ты ее трогаешь, это жена моя! Давайте договорим, и я заберу свои 200 рублей и пойду домой. Играйте в казино «Вулкан», ссылка в описании. Внизу! Ссылка в описании. Слышь, ты что, уже в себя поверил, что ли, а? Да нет, все, Вячеслав Петрович, я говорю, все, выхожу. За деньги дай. Там на 2 косаря не решишь. Животное, а? Блин, чувака бьют только за то, что он достал 50 рублей из кармана. Возьмите в съемке этой рекламы Дмитрия Медведева, у него все равно денег нет. Представьте, если бы снимали так фильмы. Ну, например, из новых «Гоголь. Начало». Алло? Да я в кино. Не, нормально, могу говорить. Чего? Лицо нормально попроще. Это что за пепсикольный воротник? Ну или, например, «Титаник». Никак «Титаник» не может успокоиться на дне. Я договаривался с тобой, что ты ее трогаешь, это жена моя! Всем известно, что к дорожному покрытию в России относятся очень серьезно. Потому что, не дай бог, напокладут асфальт,
как положено, могут уволить нахрен. Объясняю. На укладку асфальта бюджет города выделяет деньги. Если ничего не придумать, то придется класть его по нормативам. А следовательно, нельзя будет воровать. А следовательно, не поделиться со своими коллегами, чиновниками. А значит, быть уволенным. Если вы видели, как в дождь или снег кладут асфальт, объясняя это специальным материалом и так положено, то вы еще ничего не видели. Подготовка, быть, к форуму, быть. Русский остров, 6:20 утра, быть. Здесь вот старый асфальт. Укладка нового асфальта, да? Ага. Самое страшное, что рисуют не только дороги, но и жилые дома. Строят, как рисуют. Ужас. Ужас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бейте в колокольчик, так вы будете в курсе всех наших событий. И, пожалуйста, пишите комментарии, без них мы просто грустим. Камеди диджей Юрий Башков. Пока, кухи!